Привет. Теперь поговорим о Sleep Modes. Смотрим изначально в документацию и сразу видим информацию, что наш чип поддерживает два основных энергосберегающих режима. Это Light Sleep и Deep Sleep. Уже по названию примерно можно предположить, что происходит, но читаем более внимательно. В Light Sleep Mode здесь описано, видим, что цифровая периферия, большая часть оперативной памяти и CPU clock-gated. Clock-gated, то есть перестают поступать тактовые сигналы. Часы останавливаются, и наш так называемый тик-так перестает работать. А мы знаем, что цифровая логика без тактовых сигналов невозможна. Поэтому энергопотребление снижается, мы видим, здесь написано. По выходу из этого режима периферия, оперативная память и CPU продолжают работу, resume operation. Их состояние preserved, сохранены. То есть значения переменных, регистров и так далее во время режима Slave Light Sleep значения все сохраняются после пробуждения. То есть, грубо говоря, можно сказать, что Light Sleep это мы как бы ставим все на паузу, спим, энергопотребление падает, потом просыпаемся и продолжаем с этого же места, где остановились. В Deep Sleep читаем дальше CPU, большая часть оперативной памяти и вся цифровая периферия powered off. То есть питание просто перестает на них поступать вообще. Только некоторые части остаются запитаны. Это RTC контроллер, то есть real-time контроллер. Так как CPU спит, кто-то должен контролировать наш чип. Этим и занимается RTC контроллер. И также доступна RTC Fast Memory. Это небольшой участок памяти, куда можно складывать значения, например, некоторых переменных, значения некоторых датчиков, то есть данные, которые мы не можем потерять после режима Deep Sleep, так как питание пропадает, и после пробуждения от Deep Sleep код начинает выполняться просто заново. Инициализируются заново все переменные, вся логика и так далее. Поэтому переменные, которые нам особо важны, мы можем сохранить в RTC Fast Memory, и после Deep Sleep мода они не сотрутся. Далее видим Wi-Fi Bluetooth в Deep Sleep и Light Sleep Modes. Вся цифровая, вернее, беспроводная периферия Powered Down отключается. То есть Wi-Fi и Bluetooth соединения перестают работать во время Deep Sleep. Это надо учитывать, когда работаем с Wi-Fi и Bluetooth. Далее Subsleep Modes. Нам они пока не нужны, не будем тут останавливаться. Wake Up Sources, то есть источники пробуждения. Их несколько. Вот есть, например, таймер, то есть источник пробуждения по таймеру. Наш RTC-контроллер, который не спит, имеет встроенный таймер, который может разбудить чип через определенное количество времени, которое мы сами зададим. Вот видим, что время обозначается в микросекундах именно. И так далее. Есть вот функция, которая, собственно, активирует этот режим пробуждения по таймеру. Есть GPU Wake Up, то есть читаем дальше, что любой пин на контроллере может быть настроен как режим пробуждения от Light Sleep Mode. Мы видим each pin can be configured и так далее. Как пробуждается? То есть мы можем настроить
Пробуждаемся мы от high level от low level. То есть какой уровень на пене будет, по этому уровню мы просыпаемся из сна. То есть low 0 и high 1 мы знаем, да? Далее вот функция, которая активирует этот источник пробуждения по GPIO. Но также видим дальше, что для Deep Sleep нужны RTC Power Domain пины, чтобы проснуться от Deep Sleep мода. Если в Light Sleep мы видим, любой пин может быть настроен, то в Deep Sleep не так все просто. Только RTC Power Domain. Мы с вами помним из GPU RTC документации. Вот мы видим, что RTC пины, это здесь они обозначены от 0 до 5. То есть эти пины могут быть сконфигурированы для пробуждения ото сна в Deep Sleep Mode. Дальше видим UART Wake Up. Он доступен только в Light Sleep режиме. То есть если наш чип получает от какого-то внешнего устройства UART сигнал, то наш чип просыпается. Вот функция, которая вызывает, активирует этот режим. Далее тут много чего, что написано интересного. Все мы подробно разбирать не будем. Нам нужны только основы. Далее мы видим, чтобы хранить какие-то данные в RTC Fast Memory, то, что мы с вами выше говорили, нужно их хранить с помощью таких атрибутов, как RTC Data Ator, Slow Ator и Fast Ator. Это мы потом будем использовать, еще вернемся к этому. Далее, чтобы войти в сон, вот вызывается Light Sleep Start. Вот эта функция вызывает Light Sleep, соответственно, это Deep Sleep. Так, ну вернемся пока к коду. Мы будем еще периодически возвращаться в документацию. Я создал новый проект. И файл main.c скопировал код с прошлого нашего видео, где мы регулировали яркость светодиода с помощью нашего LDR фоторезистора. То есть от освещенности меняли яркость светодиода. Чтобы не создавать новый проект с нуля, не тратить время, лучше использовать уже готовый наш проект. Мы его немного дополним и ознакомимся с работой Light Sleep и Deep Sleep. Как мы ознакомимся? Будет несколько режимов Light Sleep, например, 5 режимов Light Sleep. И между ними, вернее, будет 5 циклов работы по 5 секунд, и между ними будет 2 секунды пауза. Только мы будем вызывать уже не в task delay в 2 секунды, а будем уходить в light sleep на 2 секунды. Этим самым мы продемонстрируем работу light sleep. 5 таких циклов мы отработаем, и потом уйдем в deep sleep. На 2 секунды мы будем уходить в light sleep. То есть мы активируем режим пробуждения по таймеру. Установим таймер на 2 секунды. То есть ушли в light sleep и через 2 секунды проснулись. 5 таких режимов прошло, циклов. И уходим в deep sleep. А из deep sleep уже будем выходить с помощью GPIO. То есть настроим кнопку, с помощью которой мы будем выходить из режима. Настроим ее на low level. То есть будем отслеживать low level. Когда мы нажмем кнопку, она станет low. Выйдем из deep sleep. То есть запомните,
Таймер будем использовать пробуждение по таймеру в Light Sleep. И пробуждение из Deep Sleep будем использовать GPIO. Начинаем дополнять код. Нам понадобятся дополнительные модули, например, такие как GPIO для нашей кнопки, драйвер, GPIO. Далее нам понадобится, собственно, Sleep. Это ASP Sleep H. И также нам понадобится ASP Author H. Там хранятся именно вот эти атрибуты, которые нам нужны для хранения значений в RTC Fast Memory, чтобы не потерять данные во время Deep Sleep. Далее было бы логично изменить наше логирование, добавить Sleep, чтобы было более логично. Идем дальше. Создадим переменную, которая будет храниться даже при Deep Sleep. То есть value for Deep Sleep. Мы видели уже эти атрибуты. Будем использовать этот. RTC Data Author. Это будет статик. $32 бита. Пусть будет. Назовем ее boot count. Сразу ее в 0 инициализируем. И далее будет normal value, которая будет храниться во время light sleep, но будет стираться во время deep sleep. Назовем ее runtime counter. И сразу ее в 0 поставим. Это как раз то, что мы с вами читали. Нормальная переменная в light sleep режиме сохраняется, так как контроллер просто ставится на паузу, CPU на паузу просто ставится, память тоже. Но в Deep Sleep все выключается, и поэтому эта переменная обнулится после пробуждения от Deep Sleep. Но вот эта переменная сохранится, так как она хранится у нас в RTC Fast Memory. И это мы все в логах позже увидим. Далее идут наши функции с прошлого видео, инициализации и так далее. Мы это все пока свернем, они нам понадобятся, чтобы они меньше места занимали на экране. Теперь создадим нашу кастомную функцию для удобного вывода информации в терминал. Чуть подробнее сейчас это разберем позже. Сначала напишем, назовем wake up calls to str. Будет принимать на параметр типа wake up cost t, назовем переменную cos. Посмотрим на этот тип переменной. Мы видим, что оригинальное название это вот это, ASP Sleep Source T. Это просто как бы дополнительное альяс. Но это то же самое. Это энумератор мы видим, в котором хранятся типы пробуждения. Их тут много, они разные. Вот наш таймер. Есть по тачпаду пробуждение. Вот наша GPIO кнопка, по UART, Wi-Fi и так далее. Мы видим, что тут написано
много информации, сокращение. Поначалу может быть непонятно, поэтому мы эти значения преобразуем в удобочитаемый нам формат с помощью этой функции. Будем использовать switch. Берем этот cos, причину. Мы знаем, что у нас будет таймер и GPIO. Все не будем обрабатывать, только те, которые мы явно будем использовать. Скопируем наш таймер, вернее, space sleep wake up таймер. То есть, если кейс такой, то будем возвращать простую строчку понятную. Таймер. То есть ясно, коротко и понятно, по какому режиму мы проснулись. Дальше кейс. Кнопка. Вот GPIO. Если мы проснулись по этому режиму, то возвращаем строчку return GPIO. Также коротко и ясно. Ну и в switch кейсе сделаем дефолт, как оно положено в конце. Если ничто из этого не совпало, то будем возвращать просто other. Это маловероятно, что что-то будет другое, но на всякий случай так положено. Дефолтное состояние указывать. Сразу подставим комментарий сюда, что мы делаем тут. Convert to readable формат. Также гордим комментарием снизу. Идем далее. Далее инициализируем нашу кнопку button init for deep wake up. Как кнопку инициализировать мы с вами уже это несколько раз делали, поэтому подробно я останавливаться не буду. Вот нажму паузу, за кадром напишу, чтобы сэкономить время. Но перед этим добавим еще несколько макросов, которые нам понадобятся для удобства. Назовем wake btn GPIO. То есть по какой кнопке мы будем просыпаться из Deep Sleep. Это четвертый пин. Он RTC, мы помним с вами, он подходит. Далее Light Sleep. Микросекунды. Это насколько мы будем уходить в Light Sleep. Да, мы помним, что требует 64-битную переменную. Onsite long long. Умножаем на 1 000 000. Это у нас будет 2 секунды. Еще раз смотрим. Эта функция требует 64-битную переменную в микросекундах, поэтому мы тут написали, все привели к ULL, это site long long, умножили на 1 000 000, то есть 2 секунды в микросекундах. Идем дальше. Актив МС. Сколько будет длиться наш активный цикл? 5000 миллисекунд или 5 секунд.
То есть когда мы можем регулировать яркость диода. И последний light cycles before deep. Только, то есть сколько циклов будет этой работы перед тем, как уйти в deep sleep. Мы говорили о 5, ну, сделаем, пусть будет 4. Потом, если что, можно изменить. Теперь кнопка. Вот кастомная наша функция, которая, собственно, настраивает наш 4-й пин на вход. То есть там будет сидеть наша кнопка, которой будем выходить из Deep Sleep. Это мы проходили, поэтому не будем задерживаться. Далее мы знаем, что с кнопкой лучше делать debounce. То есть кнопка имеет дребез контактов, поэтому тоже мы с вами это проходили. Static, void. Назовем debounce after deep wake up. Сделали простейший дебаунс на 30 миллисекунд. Нам для наших опытов будет достаточно. Далее уже входим в нашу главную функцию UpMain и начинаем дальше. Изначально ASP Sleep Wake Up. Берем источник пробуждения, записываем его в эту переменную с помощью функции sleep get wake up cost. ASP sleep get wake up cost. Эта функция, вот она здесь как раз описывается. Она может использоваться to check which wake up source has triggered. То есть какой режим был использован для пробуждения. Вот она возвращает параметр вот этого типа, мы с вами уже видели. То есть узнали режим пробуждения. Далее нашу переменную boot count увеличиваем на 1 и пишем некоторые логи. А именно 2 лога. Первый. Мы выводим в терминал причину пробуждения с помощью нашей кастомной функции и этой переменной, которую мы получаем в начале. И второй лог. Это мы вводим значение нашей boot count переменной, которая хранится в RTC memory, и обычный runtime counter, который хранится в оперативной памяти. И выводим их. Вот он, placeholder LU, то есть unsigned long для 32-битной переменной. И тут мы подставляем в эти placeholder значения. Идем далее. Инициализируем кнопку, чтобы она была готова для работы. Далее if, если переменная cos равна пробуждению по кнопке, я скопирую, то тогда debounce, то есть при использовании кнопки лучше всегда пользоваться дебаунсом, потому как без контактов, мы уже знаем, присутствует у каждой кнопки. Далее идут наши инициализации с прошлого видео, они нам тоже понадобятся.
Перед входом в while, цикл while, мы создадим еще одну переменную light cycles, присвоим ее сразу в 0. То есть с помощью нее мы будем считать, какой сейчас цикл. Мы решили, что у нас будет циклов 4. И с помощью этой перемены будем считать эти 4 цикла, отсчитывать. Далее входим в цикл while. Логика будет у нас чуть другая, поэтому это мы все удаляем и пишем заново. Для начала цикл if нам потребуется. Отсчитываем эти light cycle. Если он больше или равно light cycles before sleep, before deep, вернее, то выводим логи. А именно, выводим два лога. Первый, мы говорим, что уходим в deep sleep, потому как если эта переменная больше либо равна 4, мы решили, то есть light циклы отработали, уходим в deep sleep. И здесь также вспомогательный лог выводим, каким именно пином мы будем просыпаться. Просто информационный лог. Далее нам нужно деактивировать другие режимы пробуждения, потому как по кнопке, вернее в Deep Sleep мы просыпаемся по кнопке, а в Light Sleep по таймеру, поэтому нам желательно деактивировать пробуждение по таймеру. Это делается, будем использовать SPERROR check, где есть встроенная функция sleep disable wake up source. Эта функция, мы видим, принимает просто источник пробуждения. В нашем случае это таймер. Мы хотим отключить таймер, поэтому я скопировал этот wake up source и просто вставляю его сюда. Деактивировали. Далее нам нужно активировать, наоборот, теперь кнопку. Пробуждение по кнопке. Это делается также встроенной функцией ASP, deep, sleep, enable, GPIO, wake up. Требует она первым параметром маску, 6, перемена 64-битная, поэтому ULL сразу сделаем. И наша кнопка на 4 пине. Второй параметр требует, мы видим, режим пробуждения. То есть по какому уровню будем просыпаться, по low или по high. Мы решили, что будем по low, поэтому я это скопировал и сюда вставил. Все, режим пробуждения по кнопке активировали. Далее делаем небольшой task delay. Буквально 50 миллисекунд. Для того, чтобы наши логи успели уйти в терминал, чтобы мы успели прочитать эту информацию. Логи ушли и вызываем Deep Sleep. ASP Deep Sleep Start. Все, ушли в Deep Sleep. Этот блок закончили. Можно его сразу озаглавить. Что мы тут делаем? After N cycles of light sleep
mode going to deep sleep. Вернее, даже не light sleep mode, а active operations. Так, ну и в конце также поставим комментарий, закроем комментарий, перейдем дальше. Далее, собственно, идет наша активная работа. Мы решили, что это будет 5 секунд. Начинаем тик Type T, знакомый тип, знакомый тип переменной нам. Берем тики, мы с вами уже делали, task get tick count, количество тиков в данный момент берем. И далее while. Если get tick count минусуем t нулевое меньше pdms to ticks active ms, то есть меньше наших 5 миллисекунд, то мы работаем нашим светодиодом. То есть берем RAW с нашего фоторезистора, это мы делали в прошлом видео, LDR, ADC, Average RAW. И далее с помощью этого RAW регулируем яркость диода. Также в активном режиме мы решили, что мы отслеживаем нашу runtime counter переменную обычную. То есть здесь мы увеличиваем на 1 и делаем в task delay 100 миллисекунд. Собственно, столько же, сколько и было в прошлом видео, когда мы работали со светодиодом. Ну, тут все понятно, мы не будем подробно останавливаться, мы тут уже это проходили, мы берем тики в данный момент, сравниваем, чтобы они были меньше 5000 миллисекунд. Если да, то можем регулировать яркостью и так далее. Закроем комментарий. Идем дальше. Дальше уже идет, собственно, наш sleep, light sleep. Первым делом мы активируем режим по пробуждению таймер, по таймеру. ASP error check, ASP sleep enable таймер wake up. И помню, мы эту функцию уже разбирали. Она требует микросекунды. То есть это не что иное, что мы вначале обозначили light, sleep, микросекунды. То есть наши 2 секунды. То есть через 2 секунды мы будем просыпаться из light sleep. Далее сделаем лог. А именно сообщаем, что мы уходим в light sleep на такое количество секунд, миллисекунд. Далее какой цикл из скольки циклов. То есть мы тут смотрим, сколько циклов мы прошли, из скольки, то есть из 4.
Просто информационный лог для удобства, чтобы следить работу. И далее уходим в Light Sleep. Sleep Start. Функцию вызвали. Ушли в Light Sleep. Далее через 2 секунды проснулись и берем причину. ASP Sleep Wake Up Cost T. Переменная будет C. ASP Sleep Get Wake Up Cost функция. Взяли причину пробуждения, записали ее в переменную C. И далее выводим лог. Wake from light. Sleep. Os такой-то. То есть placeholder, строчный placeholder. И вставляем в этот placeholder значение нашей кастомной функции, которая принимает эту переменную C. То есть вывели, по какому режиму мы проснулись. И в конце инкрементируем наш light cycles на 1. Все, мы закончили. Нажимаем Ctrl-S и теоретически можем запускать код. Но прежде всего, до этого я бы хотел показать вам, с какой проблемой мы можем столкнуться. И заодно коснемся еще одной маленькой темы. Например, сделать билд, прошить. Понятно, я это уже сделал, вы пока не делаете. Я все прошил. И, например, мне захотелось изменить количество циклов. Не 4, а 3. Я нажал на 3, вернее, сделал 3. Ctrl-S сохранил. Далее вставляю кабель в компьютер от микроконтроллера. Видим, что светодиод начал свои активные фазы. Далее я нажимаю на «Прошить». Хочу залить новую прошивку. Видим светодиод в работе. Мы можем регулировать яркость. Уходит на 2 секунды Light Sleep. Одновременно пытаемся прошить, но, как видим, выходит ошибка. Ошибка прошивки. Вот он мигнул и совсем потух, ушел уже в Deep Sleep. То есть у меня уже залита старая прошивка, в которой мы сразу начинаем уходить в Light Sleep. То есть светодиод 5 секунд погорел, ушел в Light Sleep на 2 секунды. А мы знаем, что в спящих режимах тактовые сигналы перестают поступать, CPU засыпает. В общем, прошить становится проблематично. И здесь мы видим ошибку, что не видно порт, хотя кабель вставлен, да. В общем, это говорит о том, что спящие режимы а, мешают нам теперь перепрошить микроконтроллер, залить новую прошивку. Он всегда уходит в спячку. Есть разные способы, как выйти из этого положения. Мы рассмотрим один конкретный. Если у нас такой development board с двумя кнопочками boot и reset, то мы сможем это с вами легко исправить. То есть выйти из этого положения.
Посмотрим в мануал и видим, что тут есть глава Manual Bootloader, то есть принудительно войти в режим прошивки. И здесь нам пишут, что если есть кнопки Boot и Reset, это N, то их можно использовать, чтобы чтобы войти в режим прошивки, а именно нажать, нажать и держать Hold Down Boot Button, то есть зажать Boot, затем однократно нажать на Reset, Reset отпустить, и после того, как отпустили Reset, можно отпустить Boot. То есть тем самым мы войдем в режим прошивки принудительно. Я попробую это сделать. Кнопки маленькие, но я попытаюсь нажать Boot, держать, затем нажать Reset. Не так просто. Нажал, Boot отпустил. Все, теперь теоретически контроллер вошел в режим прошивки. Нажимаю на Upload и смотрим, что будет. Пытается прошить. Вот уже увидел порт. Ага, пошла запись. Все, запись пошла. Контроллер перепрошился на 3 цикла. Видим Success. Закрываем терминал. Но также можем видеть, что наш диод не начал работать. Хотя по коду у нас написано, что он должен. Нужно нажать еще один раз Reset, чтобы уже перевести его, вывести из режима прошивки. Нажимаем Reset и видим, диод начал нашу работу. Пошел один цикл, 2 секунды спит, еще один цикл, опять 2 секунды сна, третий цикл, 2 секунды сна, вышел из сна, 3 цикла проверил код, что 3 цикла прошло, он коротенько мигнул, и потом Deep Sleep отключил всю периферию, CPU, и диод потух, и контроллер ушел в Deep Sleep. Теперь мы знаем, что кнопкой можно его вывести. Нажимаем на кнопку. Да, вывели из Deep Sleep, видим, диод опять в работе. Дальше я тут заметил пару ошибок, а именно в этой строке placeholder я неправильно обозначил. Тут должен быть знак процента. Так, теперь для корректного отображения циклов лучше вот эту переменную увеличить на 1, а также переменная runtime error, вернее runtime counter. Мы ее увеличиваем, но нигде не отслеживаем. Только один раз. Вот здесь, в начале. И все. То есть, когда инкрементируем, после инкремента мы ее нигде не отслеживаем. Поэтому я добавлю здесь еще один лог. И напишу, там, например, cycle done, runtime counter равна placeholder value unsigned long. И вставляем сюда runtime counter
переменную в этот placeholder. Так, далее можно догадаться, что терминал работать также не будет так, как нам надо, потому как, уходя в Light Sleep и Deep Sleep, соединение с кабелем будет обрываться. С нашим дата-кабелем между компьютером и микроконтроллером будет обрываться, и мы наши все вот эти логи многочисленные не увидим. Поэтому я использовал, вы можете не использовать, я использую для демонстрации наш знакомый модуль CP2102. Мы его уже с вами использовали в одном из видео, поэтому подробно не будем останавливаться на нем. Чтобы увидеть все логи, я его подключил по UART, через него запитал микроконтроллер проводами и будем наблюдать теперь полную демонстрацию. Вот, можно видеть, что диод сейчас не горит, то есть он находится в Deep Sleep. Далее я открываю монитор, нажимаю кнопку, вывожу из Deep Sleep. Да, мы видим, диод загорелся. Пошли циклы отсчитываться. Можно регулировать его яркость. И посмотрим в терминал, мы видим, что после того, как кнопка нажалась, вышло много информации. То есть это значит то, что микроконтроллер запустился заново. То есть весь код начал исполняться заново. И все переменные, которые были в оперативной памяти, обнулились. Мы видим нашу обычную переменную, она в ноле. Наша bootcount, которая хранится в RTC Fast Memory, уже 3. Я уже несколько раз запускал микроконтроллер, поэтому она уже до 3 насчитала. Далее мы видим вывод cycle done. Run counter равен уже 50. Наша обычная переменная уже равна 50. После первый цикл прошел. Ушли, тут мы видим, что мы вышли из сна по таймеру. Далее видим, наша переменная уже 100 равна. Далее опять ушли спать на 2 секунды. Далее наша переменная равна 150. Третий цикл прошел. Мы видим Enter Deep Sleep Now. Все, ушли в Deep Sleep. Wake up. Просыпаться по 4 пину. Все, контроллер стал. Почему тут 50, 100, 150? Ну, думаю, понятно. Наш цикл длится, активная работа длится 5 секунд. И в каждом в этом вайле есть пауза 100 миллисекунд. То есть 5000 делим на 100, вот 5000 миллисекунд делим на 100 миллисекунд, получается 50. То есть за один вот этот while получается примерно 50 проходов. То есть 50 раз мы меряем освещенность и записываем и увеличиваем на 1 эту переменную. Поэтому, собственно, получается 50. Далее ушли спать на 2 секунды, проснулись. Переменная сохранилась. То есть значение 50 сохранилось, потому как мы помним, что в Light Sleep значения переменных сохраняются, ничего не стирается. Пошел второй цикл. Опять плюс 50, уже 100, ну и так далее.
То есть пока Light Sleep, наша переменная жива. Ушли в Deep Sleep. Нажимаю еще раз кнопку. Мы видим, контроллер опять сресетился, начал все заново, и мы видим runtime counter опять 0 изначально, boot count уже 4, что и следовало ожидать, собственно, и опять пошла она считать заново. 50, 100, 150, цикл 1, 2, 3. Вся информация, которую мы хотели вывести, вот она здесь. Также здесь видим wake up codes GPIO, то есть это мы когда вышли из Deep Sleep. То есть вся информация здесь налицо. Мы все видим, что происходит. Ну и в заключение можно сказать, что мы уже знаем основы настройки и работы Light и Deep Sleep. Знаем, как это работает примерно. Умеем настраивать базово. А в следующем видео мы с вами поговорим уже о Bluetooth Low Energy. Так что увидимся в следующем видео.